Друзья, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Сейчас у нас было вот это движение, происходит, да? В любом случае, ожидаю с этого накопления выход в дальнейшем вниз. Сейчас у нас такая пятиволновка, да, вот пятая волна пошла. Из вот этого накопления Атлант показывает выход вверх, пойдет, и выход в район, по моему расчету, это 19605 на бирже Binance, на другой бирже, может быть, чуть выше, чуть ниже. Лонг позицию эту закрою в районе 19570, 580, и отсюда буду открывать шорт позицию. Выход цены выше уровня 19660 буду рассматривать как разворот этой всей формации и поход дальнейший наверх. И буду уже пытаться поймать лонг позиции, рассматривать входы в позицию со стороны лонг вариантов. Так, по Атланту вчера, ребята, у нас была такая проторговка, то есть вот была вот эта формация, высота ее, я видео это записал, по-моему, не записал, не помню, по-моему, записал. И выход в точке пробития, выход как раз совпадает, видите, с уровнем троечки, да, ну, куда у нас пришла цена. Вы все это видите. Атлант давал точку входа с уровня 18830, причем возвращался еще раз сюда, делал ретест этой трендовой, видите, да, вот он ретест, и пошли дальше расти. Потом еще одна позиция тут была отрисована, и я уже отсюда заходил в лонг вставал и искал точку выхода на 19.50, то есть у меня сотым плечом. Можно было ее не закрывать и так дальше сидеть и забрать не 100% прибыли, а сколько у нас тут бы получилось. Вот иногда позиции оставляю на продолжение движения, иногда закрываю. Тут закрыл. Надо было оставлять. Так, это у нас был 1%, 100, а это у нас было бы 3. То есть даже в данный момент, в данную секунду, если бы я сейчас только посмотрел на рынок, я бы забрал 260% от этой сделки, которую я открывал по Атланту ранее. Или можно было бы ее закрывать опять же, по Атланту, когда он тут отрисовываться начинал, примерно с уровня 19270. Эта цена была бы цена 19270. Сейчас 270. Вот так. Это было бы 218, в общем, 200% можно было бы забрать, в 2 раза больше. Но, еще раз говорю, ребята, не взять какой-то трейд весь. Главное не потерять, да, заработать. Не взять трейд или вообще находиться даже не в позиции. Это и не терять, и не зарабатывать, и не терять. Смотрите то, что у вас... смотрите на то, что у вас отрисовывает график биткоина. И уже опять смотрите, что он вам пытается показать. Дракона, да, такого тут хорошего, тут перекат и повышение. Так. И помним, да, у нас скоро выступление главы ФРС. Тоже момент. Кстати, хотел сказать, обратите внимание на тон к доллару. 5%. Он уже стал стоить $2. И TVT, Trust Wallet токен. На этой просадке он и не упал, на росте серьезно не поднялся. То есть он как-то старается на месте держаться. Интересный момент по монете. И EOS поднялся тоже. EOS, Trust Wallet токен, Atom. Тоже я говорил, ребята, закупайте эти монетки, они себя еще покажут. Dash, Bybit, монетка именно, не сама
биржа как бы что-то мне не очень нравится эта биржа, комиссия. И еще монетка этот Coin98 тоже стоит обратить внимание. Ну и Dash. Так. DXY повысили. Ладно, посмотрим, как они это все дело проторгуют. Ну, пока цели понятно. И далее коррекционное движение АБЦ. Выступление главы ФРС. Как всегда, перед ФРСниками идет повышение. Вот бежевая книга была, да, повысили и выше зашли перед ФРСниками. И как раз это у нас Америка. И с Америки начнут это все дело сливать. Насколько сильно вниз уйдем, пока неизвестно. Кстати, как раз вот эта пятая волна и вот этот уровень у нас придется в прошлую трендовую. Обратите на это тоже внимание. И дальше по движению вниз ожидаем. Все, всем удачи, пока. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Вот он находится у меня здесь. Получается, подписывайтесь сюда, нажимаете любое закрепленное сообщение, переход в чат 80/20. Если вы хотите перейти ко мне на графике с Атлантом, то можно по вот этой ссылочке, оплата с простой карты, или можно написать мне оплата в любом виде криптоактивов. Написали мне, отвечаю всем голосом и скидываю вам кошелек, который вас интересует, тот, в котором вы можете скинуть, да, в котором вам удобней, и вы сбрасываете. Кстати, обратил в последнее время внимание, все жалуются на биржу Binance, то есть пытаются оттуда перевести, а перевод не получается, потому что, вернее, получается, но очень много у Binance вопросов. А куда вы переводите, а зачем, а почему, а знаете ли вы этого человека? Короче, какая-то лишняя вот эта вот ненужная информация, интересно, для кого они ее собирают, да? Всем понятно. Поэтому этот еще один момент, я отправляю плюсик в сторону биржи BingX, офшорная биржа, так получилось, на которой я сам торгую. Торгую на бирже BingX через приложение TradingView. Здесь они есть в брокерский счет биржи BingX, подключаю к TradingView и торгую прям из терминала TradingView. Синенькая это встать лонг, красненькая встать шорт. То есть дошел до своего определенного уровня, закрыл, все, прямо из терминала. Смотришь, надо шорт открывать, прямо сюда. Нажал, открыл шорт позицию. Так, в общем, приходите, присоединяйтесь. Еще плюс биржи BingX не требуют верификацию. Можете, конечно, полностью пройти верификацию, но это не требуется. Никто с вас ничто не будет спрашивать, никаких налогов. То есть есть вот эти средства, вы их свободно можете выводить. Например, есть еще такая биржа, есть приложение BitFree. Давайте я его сейчас тоже сюда вниз скину. Так, это наши сделки. Сейчас я его найду. Да, сейчас его найду и в телеграм-канал сброшу и объясню, что там. Так, вот я ее нашел. Для меня это была минутка, для вас секундочка. Вот, приобрести Visa карту $30 стоит через вот это вот приложение. Так, через вот это приложение называется BitFree. Ну и моя реферальная ссылка тоже, по ней можете взять. Как я делаю? Я захожу на это приложение, да, зарегистрировался, там верификация паспорта и активация одной карты $30. Там, ну, заходите, посмотрите, что это за карта. Это дело мне очень помогает за границей. Как пополнять эту долларовую карту? Пополняется очень легко. Я с биржи BingX просто отправляю в USDT или в XRP. В XRP, кстати, быстрее немножко приходит.
отправляю сумму, например, там $100, да, мне нужно, чтобы было на карте. Большую сумму не храню так на мелкие расходы. В общем, квартиру оплачивал тоже с этого момента. С биржи, э, где он, господи, с биржи BingX отправляю на Bitfree сумму, да, в криптоактивах. И дальше уже на Bitfree конвертирую, там есть кнопочка пополнить счет. Пополнить, он берет ваши активы, конвертирует в доллары и пополняет вам счет. Комиссия минимальная. И дальше здесь спокойно оплачиваешь долларовой картой, причем конвертация у них идет 1 к 1, как курс на бирже, то есть без дополнительных комиссий. Мне это очень понравилось, но это только с магазинами так проходит. Снять деньги, возможно, тоже как-то можно, но я еще пока не придумал как. Что еще? Ну, а если мне нужно перевести деньги именно в рубли на Сбербанк или на Тинькофф банк, есть приложение такое, сейчас покажу, тоже у меня в закрепленных, называется Advance Cash. То есть я с биржи BingX пополняю рублевый счет на Advance Cash и дальше с Advance Cash вывожу себе на Сбербанк или Тинькофф банк ту сумму, которая мне нужна. Еще раз, с BingX пополняю рублевый счет криптой, например, Ripple тем же, счет на Advance Cash пополнил, и дальше отсюда вывожу себе там процент гораздо меньше, чем вы даже будете покупать, продавать доллары USDT на Binance через P2P платформу. Самое дешевое это у Binance, там купить-продать, но даже через Advance Cash это будет намного дешевле. Но для российских пользователей, я не знаю, как для остальных, там посчитайте, заходите, тоже подписывайтесь, смотрите, посчитайте, кому что удобнее, тот то и возьмет для себя. Так, понятно, да? Вот Bitfree, если кому надо, карта стоит $30, 30 USDT, серебряников. И подписывайтесь ко мне на биржу BingX. Так, добавлю шорт-позицию от уровня 19400. Ну, естественно, сейчас я уже не буду с этого уровня добавлять. Я сейчас подожду, когда цена придет к моим вот этим значениям. То есть, соответственно, буду брать, заходить в шорт-позицию где-то вот с вот этих уровней. Но не сразу, когда цена сюда придет, а когда придет, проторгуется, посмотрю, как она здесь себя будет вести. Если будет наклонка такая пойдет, да, наклон, и посмотрю, где будет, как Атлант себя будет вести, посмотрю, как будет МСК себя вести, ребят, поэтому следим за всеми моментами вот этими, да, и здесь, и на бирже, и за объемами нужно будет посмотреть, и уже от этого буду отталкиваться и идти, вставать в шорт-позицию, или, в общем, там разберемся. Все, всем удачи, подписываемся, приходим ко мне на график с Атлантом, и на YouTube-канале обязательно ставим лайки. Пока.